Здравствуйте, наши дорогие друзья! Вы смотрите канал «Давай запишем», у микрофона Александр. Сегодня мы с вами будем знакомиться с вокальным процессором Zoom V6. Поехали! Для начала давайте посмотрим, что есть в этой красивой коробке. Сам процессор, что совершенно естественно, микрофон, блок питания, инструкция пользователя, как обычно без русского языка, но с кучей картинок, по которым все исключительно понятно, вкладыш с описанием 40 зашитых пресетов и традиционно всякая предупреждающая, гарантийная и рекламная макулатура. Сразу давайте о микрофоне. Называется он SG-V6 Shotgun, то есть это дико направленная пушка, которая не снимает вообще ничего мимо оси. Поэтому если его использовать, то только направляя строго к источнику звука. Ну вот давайте послушаем, как он себя ведет. Вот я говорю прямо в него, но стоит мне только хоть чуточку изменить его положение, как слышим, что он напрочь перестает улавливать сигнал. Что ж, это неплохо, когда вокруг тебя на сцене куча комбиков, мониторов, да плюс живая кухня. Он этого ничего не снимет. Что касается частотной характеристики, то инфу почему-то нигде не дают, хотя вы все сейчас прекрасно слышите. Как мне показалось, в отдельных случаях поп-фильтр в виде какой-нибудь поролоновой ветрозащиты здесь бы не помешал. Но, увы, в комплекте ее нет. Так что либо покупаем сами при острой необходимости, измерив предварительно размеры головы микрофона, либо никто не запрещает нам использовать этот проц совершенно любым микрофоном, как с динамическим, так и конденсаторным. Фантомное питание здесь имеется. Единственная оговорка — это то, что уровень усиления микрофонного входа здесь плюс 40 дБ. Поэтому не все динамические микрофоны будут звучать с достаточной громкостью. Так что на это надо обращать внимание свое сразу. Ну а теперь переходим, собственно, к главной единице. Итак, процессор V6. Начнем с того, что у него есть три основных блока: голос, гармония и эффект. Работать они могут по отдельности, вперемешку или все сразу. В первом блоке есть 12 разных настроек, которые можно добавить к своему голосу, чтобы добиться какого-то определенного эффекта. Ну, например, можем подмешать октаву сверху или октаву снизу, Заговорить детским, очень детским, высоким голосом. Или страшно низким голосом. Дальше унисон, как очень добротный уплотнитель. Эрис с подсвистыванием, эффект с подсвистыванием. И, наконец, питч-корректор по заданной тональности. Или питч-корректор хроматический. Все эти эффекты, как вы заметили, видоизменяются поворотом ручки Adjust, которая на каких-то регулирует громкость примешивания, а на каких-то изменяет глубину, окраску или питч-коррекцию. В этой книжечке настройки на каждый эффект описаны, там все понятно. Следующий блок – гармония. В зависимости от выбранной тональности к основной ноте можно добавить еще 2 сверху или 2 снизу, или смешать их в любом варианте. Давайте посмотрим на эту таблицу, чтобы понимать, как это работает. К примеру, в тональности до мажор, если нажать на кнопку Higher, к тонике добавится сверху нота соль, а нажав на кнопку High, процессор споет вместе с вами еще и ноту ми. И та же история внизу. Low добавит ноту соль ниже тоники, Lower – ноту ми. Давайте попробуем это услышать. До, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до. До, ре, ми, фа,
соль, фа, ми, ре, до. До, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до. До, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до. Кроме того, каждую ноту можно сделать несколько тише, повторным нажатием на соответствующую кнопку, для того, чтобы добиться лучшей настройки аккорда по звучанию. Наблюдайте, световая индикация показывает уменьшение громкости или полное отключение интервала. Ну и последняя кнопка Fixed. Здесь блок импровизирует и предлагает одну свою собственную ноту в зависимости от высоты тона и выбранной тональности. До, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до. Отправляемся дальше. Блок «Эффект». Здесь нам предлагается 10 популярных эффектов от классики до современных музыкальных понтов. Пробежимся. Distortion, эффект Distortion. Следующий эффект телефон. Beatbox, beatbox. Эффект plate. Эффект room. Следующий hall. Далее chorus. Эффект chorus. Delay плюс ревер. Эхо. Эффект эхо. И хитрый дилей. Набираем нужную скорость повторений. 1, 2, 3. Затем количество повторений. 1, 2, 3, 4. И когда все устраивает, просто переводим ручку в положение микс. 1, 2, 3. Так, с этим вроде все должно быть понятно. Теперь что у нас находится чуть выше блоков? Громкость микрофона, который начинается не с нулевой отметки, а уже с какой-то небольшой порции. Компрессия, которая усилит и подожмет сигнал. Кнопка Enhance, с помощью которой приглушаются сибилянты и другие высокочастотные шумы. Кнопка Store, которую надо использовать для сохранения в памяти своего собственного пресета, покажу чуть позже. И дисплей, который показывает номер выбранного пресета или какую-то выбранную функцию, например, bypass, который вызывается долгим нажатием на первую клавишу. Наблюдаем эффект номер такой-то, bypass отключен. Далее короткое нажатие и эффект снова активен. Ну а просто короткое нажатие на эту клавишу вызывает еще одну ценную функцию этого устройства – лупер. И появляется у нас возможность целых 3,5 минуты использовать многодорожечный цифровой магнитофон, на котором мы можем писать все, что нашей душе угодно. Как им пользоваться? Да элементарно. Нажимаем на клавишу со значком REC, на дисплее появляются буквы RC, запись началась. Второе нажатие сюда же останавливает запись и запускает проигрывание записанного. На дисплее появляются литеры PL, то есть play. Далее запускаем ранее записанное и сверху пишем вторую партию. Что-то не понравилось? Двойной клик на клавишу Play Rec удалит неудачно записанный фрагмент. А если передумали и пожалели, что удалили, еще раз дважды нажимаем, и партия возвращается на место. Ну и остановить проигрывание – это коротко нажать на третью клавишу, а удалить все, нажать ее и подержать. Ну что, поэтому с этим тоже предельно все просто и понятно. Теперь давайте отвлечемся на заднюю панель и посмотрим, что там есть. Вход для микрофона, включение фантомного питания, разъем для подключения педали контроля эффектов, USB для питания от компьютера, вход для наушников с регулятором громкости, кнопка заземления, выход обработанного сигнала и включение прибора. Еще одна прелесть по питанию – это возможность работы процессора от 4 батареек АА в течение 3,5 часов. Ну а сейчас давайте вернемся к записи собственных пресетов. Поскольку первые 40 ячеек памяти уже заняты, писать можем начинать с цифры 41 и аж до 99, то есть 58 вариантов своих фантазий вы можете занести в память процессора и пользоваться ими тогда, когда вам это будет нужно.
Итак, все просто. Выбираем свободную ячейку, накручиваем все, что нам нужно. При этом видим, что кнопка Store загорелась, как бы подсказывая нам, что дальше с ней надо будет работать. И как только услышали, что нам все нравится, все звучит здорово, нажимаем на нее, она замигала, повторно нажимаем, все готово, эффект сохранен. А если решили снести свой пресет, надоело или перестал радовать, выбираем номер, выключаем все эффекты и жмем на кнопку Store 2 раза через небольшую паузу. Все, ячейка пуста. Ну и последнее в этом процессоре — это наличие педали усиления эффекта. С ее помощью можно Поиграть с формантой вашего голоса. и где Где-то в каких-то местах сделать это определенной фишкой. Друзья, могу сказать, что процессор действительно очень интересный и может стать просто незаменимым помощником для тех, кто постоянно работает на сцене с микрофоном. Как на большой, так и на самой скромной. Эффект непременно будет и обязательно добавит вокалистам порцию уверенности и кайфа от работы с такой примочкой. На этом буду закругляться. Всем спасибо за внимание и до новой встречи на канале «Давай запишем». Хорош. Второе нажатие сюда же останавливает запись и запискает. Камеры пошли. Камеры пошли, я тоже пошел.